Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю приготовить лимонный пирог с кремом. Это очень простой и быстрый рецепт для всех любителей цитрусовых десертов. Ну что ж, пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. И начнем мы с приготовления крема. Для этого в сотейник налейте 500 мл молока. Также для ароматизации я буду использовать пучок лимонного тимьяна. Я его очень люблю использовать, особенно для десертов. Если у вас нет лимонного тимьяна, не используйте его. Молоко доводим до кипения и убираем с плиты. В это время в глубокую чашу отделите 2 желтка. Затем добавьте 70 грамм сахара и хорошо размешайте. Далее добавляем 40 грамм кукурузного крахмала и также хорошо перемешиваем в однородную смесь. Далее добавьте цедру 1 лимона. Вновь хорошо перемешайте. Тем временем молоко уже закипело, тимьян ароматизировал его прекрасно. Теперь добавляем его к яичной смеси. Сначала вливаем небольшое количество и хорошо перемешиваем. Затем добавляем оставшееся молоко. Также хорошо перемешиваем. Далее мы будем варить и прогревать крем, поэтому нам понадобится вновь сотейник. Обязательно помойте его и оставьте немного влажным на дне. Переливаем яично-молочную смесь в сотейник. Далее ставим сотейник на плиту и обязательно сразу же начинаем помешивать венчиком. Не отходите, помешивайте постоянно до загустения. Для этого потребуется всего 1-2 минуты. Посмотрите, крем уже начал густеть. Доводим его до более густой консистенции, до первых пузырьков закипания, и можно будет убирать с плиты. Крем получился нужной консистенции, он готов, убираем с плиты. Посмотрите, какой он густой. Далее закройте крем пищевой пленкой в контакт, вот таким образом, для того, чтобы сверху не образовывалась корочка. Оставляем крем остывать при комнатной температуре. А в это время начнем приготовление теста для коржей. Для этого нам понадобится 4 охлажденных яйца. Немного взбиваем яйца миксером. Затем добавляем 120 грамм сахара и взбиваем хорошо яйца с сахаром в течение 2-3 минут до увеличения объема и до более белого кремового цвета всей массы. Затем добавляем 100 мл молока комнатной температуры и продолжаем взбивать до однородности. Далее добавляем 90 или 100 мл растительного масла или оливкового масла и продолжаем взбивать до однородности.
Далее порционно мы будем просеивать муку. Мы берем 220 грамм пшеничной муки, и я в нее добавила предварительно 16 грамм разрыхлителя. Просеиваем небольшое количество и дальше взбиваем миксером. Затем вновь добавляем небольшое количество муки и также взбиваем миксером. Будьте внимательны, чтобы не было комочков. Добавляем последнюю часть муки и также взбиваем миксером. Вот так быстро и просто наше тесто почти готово. Осталось добавить только цедру еще одного лимона. Аккуратно и равномерно перемешайте ее лопаткой. Далее подготовьте форму для выпечки. У меня вот такая разъемная круглая форма 25 сантиметров в диаметре. Можете использовать любую другую форму, которая вам нравится. Дно формы я всегда прокладываю пергаментной бумагой. Мне так очень нравится. И обязательно обработайте стенки формы и дно сливочным маслом. Затем дно и стенки формы хорошо присыпьте пшеничной мукой. Немного встряхните, чтобы она равномерно распределилась по всей поверхности. Таким образом нам будет гораздо легче доставать в последующем наш пирог из формы. Форма подготовлена. Теперь аккуратно на глаз выливаем половину теста в форму. Постарайтесь аккуратно распределить тесто равномерно по поверхности формы. В это время ваша духовка должна быть уже предварительно разогрета на 180 или 200 градусов. Выпекаем первый корж в течение 10-15 минут. Пока корж выпекается, давайте добавим сок лимона в уже остывший крем. Обязательно удалите все косточки. Если у вас лимон очень кислый, возможно, достаточно будет одной половинки лимона. Выжмите сок, затем хорошо перемешайте вместе с кремом и обязательно попробуйте. У меня лимон с умеренной кислинкой, поэтому я добавлю сок целого лимона. Прошло 12 минут, посмотрите, как хорошо поднялось тесто. Наш корж готов. Готовность коржа, кстати, вы можете проверить вот так палочкой деревянной. Как вы видите, палочка абсолютно сухая. Слишком долго запекать корж не надо, потому что мы его используем как базовую основу и далее будем запекать со следующим слоем теста. А теперь сверху выкладываем полностью весь крем. Равномерно распределите его по поверхности и постарайтесь немного не доходить до края.
Затем аккуратно сверху выливаем остатки теста. Сначала начинаем по окружности, чтобы у нас полностью закрылся край, и затем выливаем аккуратно сверху. Можно немного потрясти форму для того, чтобы крем и тесто разровнялись по всей поверхности. Далее выпекаем при той же температуре 180-200 градусов в течение 10-15 минут. Готовность теста также проверяйте деревянной палочкой. Наш лимонный пирог готов. Посмотрите, я также проверяю готовность деревянной палочкой. Лучше протыкайте бортик, потому что не забывайте, у нас там внутри крем. Обязательно охладите его на решетке в течение 20-30 минут. Чтобы легче было достать пирог из формы, обязательно пройдитесь по контуру ножом и либо же лопаткой. Таким образом форма снимается очень легко и просто. Затем можно присыпать этот пирог сахарной пудрой. Можно сделать, допустим, вот такое украшение из кружева, либо ничего не делать, на ваше усмотрение, на ваш вкус и по вашему желанию. Мне нравится такой вариант украшения, получается очень нежно и воздушно. Итак, наш лимонный пирог готов. Посмотрите, какой он получился красивый. Но теперь давайте еще посмотрим, какой он будет внутри на разрезе. По структуре тесто невероятно легкое и воздушное. Как вы видите, крем совсем не вытекает, он очень хорошо держится внутри теста. Посмотрите, какой он красивый на срезе. Невероятно ароматный, вкусный и воздушный десерт. Готовится очень быстро и просто. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!